Сегодня BTS – главная музыкальная группа планеты, собирающая стадионы и приносящая экономике Южной Кореи миллиарды долларов. Но знали ли вы, через какой ад им пришлось пройти, чтобы оказаться здесь? До того, как стать мировыми идолами, они были объектами для постоянных насмешек, сталкивались с откровенной травлей со стороны телеведущих, высокомерием крупных агентств и даже физическими угрозами от собственного персонала. В этой истории мы разберем реальные, подтвержденные факты и архивные доказательства того, как корейская индустрия шоу-бизнеса пыталась сломать BTS. Вы увидите, кто именно пытался их уничтожить и как парни смогли ответить своим обидчикам. В 2013 году корейский шоу-бизнес полностью рисковал остаться под контролем большой тройки агентств SM, YG и JYP. Компания Big Hit Entertainment, создавшая BTS, на тот момент была практически банкротом. У нее не было денег, и эта бедность напрямую отражалась на мемберах. Шуга подрабатывал курьером, попал в тяжелую аварию и серьезно повредил плечо, но долго скрывал травму от руководства, панически боясь, что его выгонят, ведь средств на лечение в бюджете не предусматривалось. Из-за финансовой несостоятельности компании крупные телеканалы просто вытирали о BTS ноги. Если эфирное время музыкального шоу затягивалось, выступления BTS вырезали из трансляции первыми, их не пускали в общие гримерки, парням приходилось краситься и переодеваться буквально в коридорах у туалетов, уступая лучшие места артистам из богатых корпораций. Их демонстративно игнорировали на корейских премиях, а фотографы даже не поворачивали камеры в их сторону на ковровых дорожках. На ранних реалити-шоу, вроде Rookie King, отчетливо видно, в каких спартанских условиях они жили. 7 парней ютились в одной крошечной комнате с двухъярусными кроватями, а их сценическая одежда была дешевым масс-маркетом с наклеенными вручную принтами. Одним из самых жестоких и задокументированных моментов издевательств стало участие 18-летнего Чонгука в шоу Flower Crew в 2016 году. Будучи еще совсем юным, стеснительным и непривыкшим к жестокости телевидения, он решил порадовать коллег по съемкам и купил на собственные деньги огромные бургеры и колу. На видеозаписи отчетливо видно, как Чонгук с искренней улыбкой протягивает коробки с едой известному комику Чо Се Хо. Тот брезгливо осматривает угощение и говорит прямо в камеру: «Они похожи на объедки», после чего грубо швыряет их обратно парню. Камера крупным планом зафиксировала лицо Чонгука, его улыбка мгновенно исчезла, он выглядел полностью растерянным и едва сдерживал слезы. Позже в эфире Чонгук сидел перед камерой и незаметно показывал руками скрещенные пальцы, тайный знак фанатам «Не голосуйте за меня», умоляя ARMY помочь ему поскорее покинуть это шоу. И это был далеко не единственный случай на ТВ. На передаче Weekly Idol ведущие Дони и Кони открыто высмеяли Шугу. Юнги принес на шоу свой авторский трек, в который вложил всю душу и бессонные ночи. Ведущие грубо оборвали воспроизведение песни на середине, заявив, что это абсолютно не их стиль, и начали открыто насмехаться над его музыкальными способностями, выставляя парня на посмешище. До своего официального дебюта Намджун и Юнги были частью суровой андерграундной рэп-сцены, выступая под псевдонимами Ранч, Ранда и Глосс. Когда они приняли решение стать айдолами, бывшие коллеги по цеху посчитали это предательством ради денег. Спустя всего несколько месяцев после дебюта BTS, RM и Шуга пришли на радиопередачу, посвященную годовщине хип-хоп инвайт шоу, где присутствовал рэпер Be Free. То, что происходило в эфире, сложно назвать интервью, это был публичный допрос и неприкрытый буллинг. Be Free говорил им прямо в лицо: «Вы, парни, краситесь на сцене как девчонки. Вы не рэперы, вы просто продались за легкие деньги». Намджун пытался спокойно и аргументированно объяснить, что они хотят ломать стереотипы и доносить хип-хоп-культуру до более широкой аудитории. Однако Be Free постоянно перебивал его, смеялся и продолжал отпускать язвительные шутки в адрес их концепта, макияжа и одежды. На архивных записях видно, как парни сидели с опущенными головами, глотая обиду. Этот инцидент настолько глубоко ранил их, что позже они отразили эту боль в своем треке Too Much и культовой серии треков Cypher. Если вы думаете, что враги и недоброжелатели были только извне, то вы глубоко ошибаетесь. Самый пугающий инцидент произошел внутри самой компании Big Hit, когда Чонгук подвергся опасности со стороны человека, который по закону и контракту должен был его защищать, их собственного менеджера. Во время съемок закулисья для официального коммерческого выпуска 2016 Seasons Greetings в кадр случайно попал ужасающий момент. На заднем плане четко видно, как менеджер агрессивно замахивается рукой на Чонгука. Младший участник группы в этот момент резко сжимается и вздрагивает, инстинктивно ожидая физического удара. На аудиодорожке также был слышен грубый,
угрожающий голос этого сотрудника. Фанаты мгновенно заметили этот секундный фрагмент. Поднялся колоссальный международный скандал. Армии требовали немедленного обеспечения безопасности для несовершеннолетнего на тот момент артиста. Компании Big Hit пришлось выпустить официальное заявление с публичными извинениями и с позором уволить данного менеджера. Но у многих до сих пор остается страшный вопрос: сколько подобных моментов физического и психологического давления оставалось за закрытыми дверями, когда камеры были выключены, когда в 2015 году BTS неожиданно для всей индустрии начали стремительно набирать популярность с альбомом The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 и заглавным треком I Need You. Фандомы крупных и влиятельных кей-поп групп не смогли с этим смириться. Против BTS была развернута масштабная, хорошо спланированная черная пиар-кампания. Их официально обвинили в саджеге, рыночных махинациях и искусственной скупке собственных альбомов агентством для незаконной накрутки графиков и чартов. Хейтеры требовали судебного расследования, отказываясь верить, что маленькая бедная компания может честно обойти гигантов индустрии. Позже суды полностью оправдали BTS, доказав, что все продажи были чистыми и обеспечивались реальными фанатами. Вслед за этим пошел массовый тренд на обвинения в плагиате чужих концептов. Антифанаты выводили в мировые тренды Твиттера теги с жестокими оскорблениями прямо во время живых концертов BTS, чтобы парни видели их, уходя за кулисы. Доходило до крайности, хейтеры создавали ужасающие фотоколлажи с гробами, на которые прифотошопливали лица мемберов. Намджуну в одном из телевизионных интервью буквально дали в руки мобильный телефон и заставили в прямом эфире вслух читать злые комментарии, где пользователи писали, что он уродлив и должен покинуть группу. На видео заметно, как РМ спокойно, но с глубокой грустью в глазах читает эти строки и тихо отвечает: «Я докажу вам всем». Все эти унижения, публичные насмешки и эмоциональная боль могли сломать абсолютно любого начинающего артиста. Но BTS использовали этот накопленный хейт как мощнейшее топливо для своей карьеры. В своих официальных мемуарах Beyond the Story, выпущенных к десятилетию группы, парни честно признались, их откровенно игнорировали, не замечали и высмеивали другие артисты за кулисами музыкальных шоу вплоть до их первой крупной победы. И где теперь те, кто над ними издевался? Рэпер Be Free спустя годы был вынужден приносить официальные публичные извинения в своих социальных сетях, осознав масштаб своей неправоты и столкнувшись с мировой известностью группы. Телеведущие, которые когда-то брезгливо швыряли бургеры Чонгуку, теперь пытаются упомянуть имя BTS в каждом своем интервью, чтобы хоть как-то поднять падающие рейтинги своих передач. А те самые 3 буквы, BTS, теперь золотыми буквами вписаны в мировую историю музыки навсегда. История этой группы — это не просто красивая и легкая сказка о Золушке, это реальная жесткая история о том, как чистое человеческое трудолюбие, верность своей музыке, внутренняя стойкость и феноменальная поддержка преданного фандома могут в одиночку сокрушить любую коррумпированную и несправедливую систему шоу-бизнеса.